Всем привет, девушки! Меня зовут Джессика Стена, и сегодня я хочу с вами поделиться своим вечерним уходом, что я делаю со своей кожей, как я за ней ухаживаю, и еще в конце будут приятные бонусы в виде моих фаворитов по уходу за собой. Приятного просмотра! Что ж, начнем мы с первого этапа. Это этап очищения. Я раньше умывалась пенками. Пенку, кстати, последние 2 раза я покупала фикс прайс. 1 раз купила просто так, попробовать. И мне так понравилось, что я пользовалась ей более 3 месяцев. То есть покупала 2 раза, если не дольше, конечно. Но все равно решила попробовать что-то новое. И по отзывам на Озон я нашла классное средство от марки Ри. Это гель с энзимами. Он глубоко очищает наши поры и классно убирает лишний себум и всю грязь, скопившуюся на нашем лице за весь день. Я считаю, что это довольно сильный уход, раз там есть энзимы, но тут пишут, что им можно пользоваться и утром, и вечером, и вообще этот гель для умывания для комбинированной жирной кожи, коей моя не является. Я отношу свою кожу к нормальной. Раньше я думала, что она сухая, а когда вообще не особо разбиралась, думала, что комбинированная. Полный состав вы можете посмотреть на Озоне. Я постараюсь оставить все ссылки в описании, если, конечно же, все продукты будут еще в наличии. Так как я только вышла из душа, уже успела сделать укладку, я очищать кожу лица свою не буду, просто покажу вам следующий этап. Следующий этап — это обалденный тоник, который прекрасно пахнет, от фирмы Биеленда. Мне он очень нравится, хорошо восстанавливает pH-баланс, и, кстати, написано, что он anti-age, хотя, конечно же, все мы понимаем, что косметика не может достаточно напитать нашу кожу, чтобы она перестала стареть, но, тем не менее, как-то хочется за ней ухаживать, чтобы как можно сильнее замедлить этот процесс. Называется Super Power Mezzo Tonic. Написано, что это для любого типа кожи, и, честно говоря, вообще никаких стянутостей я не чувствую после использования тоника. Я использую его сразу после умывания. Кто-то даже рекомендует делать это не дольше, чем через 1 минуту после умывания, чтобы ваша кожа была супер открыта и как можно больше продуктов в себя впитала. И я стараюсь, на самом деле, так делать в последнее время. После него моя кожа как будто бы менее стянутая, потому что первый продукт, все-таки он больше для жирной комбинированной кожи, и он очень стягивает мое лицо, и мне приходится его в дальнейшем увлажнять. Поэтому 2-й раз покупать первый продукт не буду, так как он просто не для моего типа кожи. Но если у вас жирная или комбинированная, я его рекомендую, он очень мягко очищает наше лицо. Что ж, и мы переходим к 3-му этапу. Это такая самодельная эмульсия. Раньше это была утренняя эмульсия, я ее использовала как освежение для лица, как кто-то использует термальную воду. Это корейский бренд MyCube. Честно, я не помню, как он ко мне попал, мне кажется, кто-то его мне подарил. И так приятно пахла вода в этой баночке, что я решила просто использовать ее как освежающую воду. Добавила туда воду и вкусно пахло. Сейчас, 3 дня назад, я решила пойти дальше, и в последнее время я добавляю в воду еще масла от Ботавикас, они натуральные, классно впитываются в нашу кожу, в общем-то интегрируются идеально, к тому же я тут нанесла их на глаз немного. То есть примерно 80%, даже нет, 95% воды и 5% масел. Также я сюда решила добавить сыворотку, которая будет у нас в 4-м этапе ухода. Так что пока не буду забегать вперед. Этот тоник прекрасно увлажняет кожу лица, особенно масла внутри, и запах просто невероятный. Все благодаря маслам Ботавикас. В общем-то, этот этап, конечно же, не обязательный, он просто мне нравится, я начинаю вкусно пахнуть, и мне кажется, что это плюс 1 продукт к уходу. В общем-то, это скорее больше для себя, чем для вас. 4-й этап — это, конечно же, дополнительное увлажнение. Я использую сыворотки, крема, в зависимости от того, насколько моя кожа в этом нуждается. Если моя кожа напитана, я могу использовать просто сыворотку или вообще ничего больше не использовать. Сегодня же я уже нанесла крем, добавила чуть-чуть крема от компании Lush, это мне подарили, то есть это подарок. Раньше у меня был корейский крем, который я в бородатом году купила за 1000 рублей, мне казалось, что это очень дорого. Называется Hug Me от Secret K.
Вот этот крем от Secret K очень питательный, и вот хочу вам показать, его вообще практически не осталось. Я просто храню коробочку, чтобы купить себе такой же. На зиму он божественный, очень плотный. И так как он закончился, я пользуюсь вот этим подарочным, и хочу сказать, что он не хуже. Просто немножко другой консистенции, менее твердый, потому что тот как будто бы был поплотнее. Это тоже довольно плотный, и я бы даже сказала, он прям жирный. То есть, если ваша кожа очень сохнет, этот крем вам правда поможет. Единственное, что мне в нем не очень нравится, этот запах. Он какой-то такой древесный, ореховый, какой-то супер природный. Я, конечно, люблю природу, но тут какая-то слишком сильная концентрация, как будто бы очень много орехов. Я не знаю даже, с чем еще это сравнить. Кто пользовался, напишите, нравится ли вам запах этой маски. Если возвращаться к Hug Me, тут очень приятный цветочный нежный запах, который мне очень нравился. Так что надеюсь, что я еще найду этот крем. Если я чувствую, что моя кожа достаточно увлажнена и мне просто хочется поддержать влажный баланс кожи, я использую сыворотку от Skin Studio. У нее довольно приятная текстура, и чаще всего я использую ее вместе с кремом. И последним уходом, конечно же, это увлажнение губ. Я не очень люблю засыпать сухими губами, точнее вообще не люблю, потому что я часто улыбаюсь, муж меня может рассмешить, я улыбнусь и губа треснет. Сами знаете, насколько это неприятно. Поэтому вот этим гелем для губ я пользуюсь каждый день, иногда даже по 2 раза в день, в зависимости от того, насколько засушены мои губы. И хочу вам порекомендовать эту марку, она называется Pure Pow Pow. Надеюсь, я правильно прочитала, со вкусом клубники. У меня вот такой вот тюбик на 25 грамм, и мне, честно говоря, его хватает уже 2-й год. На этом мой уход за лицом заканчивается, но не заканчиваются мои находки. Хочу с вами поделиться обалденной расческой. Вот такой вот. Она выгибается, она специально сделана для того, чтобы вы могли расчесывать влажные волосы. Я знаю, что многие трихологи советуют, конечно же, не расчесывать влажные волосы, хотя, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Некоторые советуют, некоторые нет. Я для себя поняла, что мне очень удобно расчесывать свои волосы в ванне, пока на них бальзам нанесен, или же уже, если я не успеваю расчесать их в ванне, я их расчесываю уже после мытья, пока они влажные, когда наношу все вот эти вот уходовые средства. И надо сказать, что мои волосы от природы кудрявые, сегодня я решила их выпрямить. Вечный закон. Мне кажется, те, у кого прямые волосы, их закручивают, те, у кого закрученные, выпрямляют. Просто не спрашивайте. Это какое-то внутреннее дикое желание, которое невозможно куда-либо убрать. Я пыталась. Так вот, эта расческа действительно находка. Я вам говорю, как человек, как обладательница кудрявых волос, вообще не рвет волосы. Безумно мягкие щетинки, плюс расческа повторяет форму головы. В общем-то, я в восторге, купила вообще за 300 рублей. Так что супер бюджетная находка. Можете найти ссылку в описании на эту расческу. Теперь же хочу перейти к здоровой части рекомендаций. И это, конечно же, зубные щетки, зубки и все, что с ними связано. К сожалению, я очень часто посещала зубных врачей, и не могу сказать, что у меня какие-то идеальные классные зубы, но я стараюсь за ними следить, чтобы меньше времени проводить в кресле у стоматолога. А я нашла вот такую вот обалденную щеточку, которая достает все задние зубы, убирает налет из самых труднодоступных мест. И я не могу вам ее не порекомендовать, я ее подарила уже всем своим членам семьи. Ну, кто любит ухаживать за зубами, чтобы она не просто лежала. Я в восторге, в полнейшем восторге. Пытаюсь навязать ее мужу, но муж пользуется нитью и ирригатором, что я вам тоже советую делать. То есть эта щеточка мне на самом деле заменила ирригатор, потому что она настолько хорошо прочищает все между щелей, что мне нет даже нужды использовать зубные нити или ирригатор. Вот. Но и то хорошо. Найдите свой уход. Самое главное, чтобы вы ухаживали за зубами утром и вечером. В частности, лучше, конечно, после еды. Эта щеточка прекрасно справляется с пространством между коронками, между пломбами, между узкими зубами, между теми местами, куда вы не можете пройти обычной щеткой. Так что я вам ее искренне рекомендую. Ну вот и все, я поделилась всем, чем хотела, это были все мои фавориты, и вот такой вот у меня уход. Напишите, пожалуйста, чем пользуетесь вы, какие у вас любимые средства, что вам помогает в зимнее время, в отопительные сезоны. Я с удовольствием почитаю и поболтаю с вами в комментариях.
И напишите, пожалуйста, если вам интересен утренний уход за лицом. Я его обязательно сниму. Целую вас. До встречи в новом видео. Чао!